Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо большое. Спасибо, благодарю вас, дорогие друзья. Я очень рад приветствовать всех участников и гостей Международного форума «Россия – спортивная держава», наших уважаемых зарубежных коллег и партнеров. Мы собрались в Уфе, столице Башкирии, одного из наиболее самобытных регионов нашего многонационального Отечества. В этом году Уфа отмечает свое 450-летие. Хотел бы поздравить жителей города и всей республики с этим знаменательным событием. Хочу также поблагодарить за огромный вклад в развитие нашей большой страны, ее ратные, трудовые, научные и спортивные триумфы. Уверен, участники форума по достоинству оценят знаменитое башкирское гостеприимство. С интересом познакомятся с историей этого замечательного древнего края, его уникальным культурным наследием и спортивными традициями. И, конечно, современными достижениями региона. Башкирия по праву принимает форум, тема которого звучит остро и весьма актуальна. Спорт – комплексный взгляд в будущее. Перспективы, завтрашний день мирового спорта действительно нуждаются в серьезном, предметном обсуждении, в совместном поиске ответа на вопрос, как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации, от двойных стандартов, извращенных правил, унизительной дискриминации, в том числе по признаку гражданства и национальности атлетов. Сегодня уже очевидно, что мировой спорт, олимпийское движение пытаются сделать не ареной для честных состязаний, а площадкой для геополитических игр, для насаждения деструктивной неолиберальной повестки, пропаганды противоестественных норм и псевдосвобод, и отрицания традиционных ценностей, которыми веками, тысячелетиями живет подавляющее большинство стран и народов планеты. Россия, как уверенное мировое большинство, выбирает другой путь. Это равноправие и открытость, взаимное уважение во всех сферах сотрудничества, в экономике и культуре, в науке и образовании, в здравоохранении, торговле, политике и, конечно же, в спорте. Реализуя огромный опыт проведения масштабных спортивных праздников, в числе которых зимние игры в Сочи, чемпионат мира по футболу, мы продвигаем новые форматы сотрудничества. При этом опираемся на подлинные идеалы и принципы спорта. А это солидарность, справедливость, торжество человеческого духа, силы и интеллекта. Это благородство и уважение к достоинству соперника. К сильным соперникам. Мы к любым соперникам относимся с уважением. Напомню, что в этом году Россия представила миру уникальный турнир в рамках перспективного движения «Фиджитал. Игры будущего». С успехом провели этим летом и игры БРИКС. Активизируем работу в области спорта и с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества. Подчеркну, что предлагаемые Россией инициативы – это дополнительные возможности для атлетов проявить свое мастерство на аренах, где спорт прежде всего вне политики. Такой, каким мы его ценим и любим, свободный и честный, пронизанный духом дружбы и единения. Именно такая атмосфера царит на площадках форума «Россия – спортивная держава». Он призван укреплять международное сотрудничество, связи, контакты, дает возможность откровенно общаться по самым разным, порой и весьма острым темам, обмениваться лучшими практиками спортподготовки, методиками научного сопровождения любительского и профессионального спорта и, конечно, идеями продвижения культуры здорового образа жизни. Мы в России видим
В спорте один из ключевых путей к достижению национальных целей развития. Мощный ресурс, способный повысить качество жизни людей, открыть им новые горизонты самореализации, поверить в себя и стать успешными и в спорте, и в жизни в целом. В числе наших основных приоритетов формирование максимально широких возможностей для занятий физкультурой и спортом. За последние 10 лет в создание доступных спортивных сооружений во всех регионах России вложено более 1 триллиона рублей. За счет государственных и частных средств построено порядка 85 тысяч объектов. До 2030 года появится еще свыше 2000. Только из федерального бюджета направим на это порядка 65 миллиардов рублей. Значительные суммы запланированы и российским бизнесом. В этой связи добавлю, что с каждым годом все больше наших компаний, предпринимателей инвестируют в модернизацию и строительство новых спортивных центров, площадок, и не только в тех регионах, в которых они непосредственно работают, но и по всей стране. Они становятся соорганизаторами соревнований и берут шефство над клубами и спортшколами, реализуют свои корпоративные программы поддержки спорта. Объединяя усилий, ресурсов, инициатив органов власти и общественных организаций, частных предпринимателей и меценатов, в России охватывает все направления спорта, от детско-юношеского и массового до профессионального и адаптивного. Внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота об их потребностях, создание условий для повышения их социальной активности – это задача особой важности. Роль спорта в их решении неоценима, как неоценим и пример наших блистательных, мужественных паралимпийцев. Несмотря на все препоны и ограничения, жесткое психологическое давление на недавних играх в Париже, они вновь подтвердили ведущие позиции российского спорта. И еще раз доказали, что наши ребята настоящие подлинные лидеры и никому не уступят по упорству, по крепости духа и характера. Давайте еще раз их поприветствуем. Спасибо. Чуть позже в Московском Кремле с огромным удовольствием и гордостью вручу им и заслуженные государственные награды. Уважаемые друзья, в заключение хотел бы пожелать всем участникам форума успешной, плодотворной работы и, конечно, самых добрых, запоминающихся впечатлений от знакомства с Уфой и нашей замечательной Башкирией. Благодарю вас за внимание.